Перед тем, как начать, я хотела бы сказать спасибо всем, кто скинул донаты. Я вам благодарна. Меня зовут Humid Peach, и сегодня это мой новый видеоролик, где я буду рисовать и разговаривать о очень интересной теме, надеюсь, по крайней мере, о том, как я научилась рисовать, потому что вас интересует, почему я рисую портреты, как я вообще научилась их рисовать, и что вообще мне понадобилось для этого. И начнем с самого начала. Как и все дети, я всегда любила рисовать, я думаю, это не супер какая-то необычная новость, но это ведь не значит, что мы начали учиться рисовать именно с того возраста, и мы подходили к этому делу осознанно. И поэтому отсчет своего обучения я начала, наверное, с лет 16 или 17, уже точно не помню. Это был момент, когда я действительно решила заняться серьезно, профессионально, если можно так сказать, заниматься портретами и рисованием именно их. А почему именно портреты, не могу сказать, потому что ответа у меня на это нету. Всегда, даже в детстве, там в школьные годы, на тетрадных полях я всегда рисовала людей. Цветочки, черепа, не знаю, что там еще было, но в основном, конечно, преобладали всегда люди, поэтому вы можете посмотреть мое старое видео со скетчбуками и посмотреть, что же я рисовала, когда я уже училась в колледже. И будет логичным сказать, что в колледже я училась не на творческую специальность, а на экономическую, и что-то там далее не помню. А сейчас я попытаюсь в хронологическом порядке рассказать о том вообще, как у меня происходил процесс образования. Все началось, наверное, в 10 лет. В этот период, наверное, я поняла, что хочу научиться рисовать, и у меня появилось жесткое желание пойти в художественную школу, чтобы меня обучили всему. И если еще, кстати, я вот сейчас вспомнила, я в 7 лет или в 6 где-то тоже поступала в художественную школу, но я там протянула не очень долго, около месяца я занималась, проходили мы, я не помню, Египет, и все, на этом мое обучение все закончилось, я ушла из художественной школы и вернулась к этому только в 10 лет где-то, и то не поступила. А не поступила, потому что не стала, из-за того, что преподаватели, я не помню кто, довел меня до слез. Поэтому следующая попытка у меня была в 14 лет. В 14 лет она была уже успешной, я сдавала там внутренние экзамены, просто нарисовать нужно было что-то там, какой-то рисунок, я помню, что рисовала людей, не знаю почему, рисовала в полный рост, такая вот смелая я, вот, но в целом я поступила и училась в этой художественной школе, не помню, если честно, сколько лет, но не очень я была усидчивая, в том плане я пропускала много, мне кажется. И, кстати, я не была никогда отличницей даже в художественной школе, как минимум из-за того, что там была история искусства максимально нудная, неинтересная, и хотела застрелиться. В 14-16 лет был какой-то переломный момент в плане вообще рисования, потому что мне не хотелось рисовать, у меня уже были какие-то там дисгармония внутри себя, но я не буду об этом сегодня говорить, сегодня мы говорим об обучении. В 16 лет где-то я поступаю в колледж, и параллельно с этим меняю художественную школу с академическим типа уклоном. На самом деле я не заметила, что там что-то прям так изменилось. Но в целом я просто поменяла свою жизнь тем, что я сменила художественную школу. И примерно в этот же период у меня появляется желание рисовать реалистичных людей, не просто каких-то придуманных из головы, а вот реально живых людей, чтобы было похоже, реалистично и правдоподобно. И также немного позже я уже начинаю рисовать на заказ, но это тоже не является сутью. Примерно где-то за год я поднимаю свой уровень на очень хороший скилл с помощью не знаю чего, потому что действительно я не особо много рисовала в художественной школе лиц, портретов, то есть это, знаете, можно по пальцам пересчитать, сколько раз мы рисовали человеческое лицо, возможно, раз 5, и в это входит, например, обрубовка гипсовая и части лица, то есть это глаз гипсовый и губы. Возможно, еще нос и 2 гипсовых головы. То есть, типа, сейчас я могу даже это вспомнить, потому что этого было очень мало. Но из-за того, что мне все равно давали какие-то базовые знания, даже знания, которые мы могли применять, например, на построении вазочек, скляночек, это тоже знания, и они помогают везде в рисовании. Поэтому то, что мы не рисовали очень много портретов, это вообще как бы не так уж и много имеет значения. Просто если вам это интересно, то вы начинаете просто самостоятельно уже после художественной школы и во время дома, например, начинаете самостоятельно изучать все. Поэтому могу сразу ответить, что портреты я научилась рисовать не с помощью художественной школы, меня там не учили этому, поэтому вопрос об этом, я думаю, должен сразу у вас отпасть.
Потому что факт того, что я обучалась в художественной школе, это не равно, что меня там научили именно портретам, потому что портрет — это очень сложный жанр, и в художественных школах обычно, особенно в маленьких городах, идут немного приоритеты на другие вещи. И получается, в тот период времени я уже под конец обучения занималась в художественной школе, рисовала для Инстаграма и также рисовала на заказ. И все это вместе взятое помогало мне развиваться, потому что заказы давали, конечно же, тоже какой-то определенный опыт, а то, что я рисовала для Инстаграма равно для себя, это просто мне действительно давало навык, технику, и я изучала самостоятельно материал акварель, потому что в художественной школе я этот материал ненавидела, если честно. Я думаю, многие, кто учился в художественной школе, помнят, по крайней мере, у меня такие впечатления, что акварель в то время, она была какой-то грязной. Ну, в общем, та техника, которую использовали преподаватели, она мне не очень нравилась, и акварель меня совершенно не заманивала своей интересностью, прозрачностью, как там любят говорить. И постоянно также учителя говорили, что этот материал максимально суперсложный, и вообще его нельзя покорить. Поэтому, когда я вернулась и начала изучать этот материал, грубо говоря, уже во взрослом возрасте, я начала знакомство с чистого листа, отбросив все задние мысли. Что касается графики, тут тоже все очень просто, я просто рисовала, и, конечно же, тут как раз-таки я уже использовала свои небольшие знания от художественной школы, когда мы строили вазочки-скляночки, мы всегда использовали вспомогательные линии, вот, и то же самое, когда вы видите в моих рисунках на построении какие-то черточки, это означает, что я пытаюсь сделать все ровно и четко. Даже когда я закончила художественную школу, я все равно продолжала очень часто рисовать, потому что и без художественной школы, как бы мне не нужна была художественная школа, чтобы рисовать. В художественную школу я приходила, чтобы чему-то научиться новому, но в целом по портретам они мне не особо много знаний дали, потому что, чтобы получить такие знания по рисованию анатомии, портрета человека, это нужно как раз-таки, мне кажется, идти в академии, где этому вас и будут обучать. Потому что в художественной школе все-таки дают базовые какие-то знания, такие прям основные, не очень их много, потому что из урока в урок вы отрабатываете одни и те же действия, одни и те же знания. Буквально через пару лет у меня появилась возможность переехать в другой город, и я начала покупать книги, которые касались в основном акварели, иногда графики, но это были редкие моменты, и что касаемо акварели, я бы не сказала, что есть книги, которые прям помогают вам понять акварель. Есть, кстати, такая книга, как «Понять акварель», это была моя первая книга, если честно, вот, но в целом она просто открывает границы, вы начинаете видеть немного другие моменты в акварели и просто начинаете размышлять о том, какой же это материал. Потому что акварель нужно действительно понимать, чувствовать, и всегда это зависит не только от вас, но и от самого материала, который вы используете. Не только там от акварели, а и от самой бумаги и так далее. Потому что, как мне кажется, без наставника, без академии за спиной, как по мне, вот такие материалы ты должен в любом случае изучать самостоятельно, ты должен их почувствовать, прочувствовать, и только тогда ты сможешь научиться рисовать. Вот. А с чьей-то помощью, возможно, это получится сделать, но я же говорю сегодня о себе, любимой, конечно же. Так что, получается, по творческому пути я до этого момента иду самостоятельным путем, самостоятельно все изучаю, как могу, сама рисую, сама себя поправляю. И, возможно, если бы у меня были наставники или люди, профессионалы, которые смогли бы, например, проходить этот путь со мной, либо та же академия, то, возможно, бы у меня были бы сейчас уровень лучше, но, возможно, я бы и не рисовала так, если бы все это было в самом начале. Я думаю, рано или поздно, возможно, я дойду до того, что захочу поступить в какое-нибудь образовательное учреждение, но, скорее всего, это будет не в России, и вообще, возможно, этого не случится никогда. Так что, если кратко, я изучала все самостоятельно, я не изучала книги, не знаю анатомию, если честно, так что делайте выводы самостоятельно. И если вы хотите рисовать какие-то стилизованных героев или, например, просто человека, чтобы было понятно, что это человек, а не монстр, то вам понадобится только база, которую вы можете погуглить в интернете, например, как рисовать портрет, и вы поймете, что там есть закономерности. Ну а в целом, конечно, если вы хотите учиться академизму, то вам придется идти в академию. Мне кажется, иного способа нет, потому что самостоятельно научиться этому очень сложно, даже с помощью книг, потому что это немножечко не то все равно. Вот, но в целом, спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео, я буду ждать вас в комментариях. Мне интересно вас послушать, потому что
YouTube-канал создала для того, чтобы общаться, читать ваши комментарии и вообще смотреть другие взгляды на жизнь. Вот, поэтому мне будет очень интересно посмотреть, как думаете вы, как считаете вы. Возможно, вы захотите поделиться своим опытом, вот. Но, как вы поняли, мой опыт не такой уж прям серьезный какой-то. Я просто рисовала много, очень редко использовала книги, возможно, использовала знания из художественной школы, но в целом весь процесс обучения у меня был это практика, вот. Теории, конечно, мне может не хватать, и я это признаю, но в целом ничего в этом плохого нету, потому что я понимаю, что если мне нужно будет, то я попробую найти информацию, которая мне нужна. Вот. А сейчас спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, дизлайк, колокольчики, чтобы видеть мои видео. А также, если вам интересно посмотреть мои другие странички, то переходите в описание, там есть ссылки на все мои другие платформы онлайн. Веб-сайт, Donation, если вы захотите меня поддержать, и, конечно же, ВКонтакте, где вы сможете посмотреть мои старые работы. Очень старые работы, предупрежу вас. Вот. А сейчас всем пока. Всем пока.